Привет, друзья-подписчики! Это видео про мой первый эксперимент по созданию самодельного металлоискателя, а точнее пинпоинтера. Невероятно простая схема обладает очень высокой чувствительностью и способностью отличать цветные металлы от черных. В этот первый теплый весенний день я отправился на природу, чтобы протестировать свое устройство. И вначале несколько интересных кадров, которые мне удалось заснять, пока я бродил по лесу. Я взял с собой профессиональный металлоискатель, и вот первый сигнал, на котором я буду тестировать свой самодельный пинпоинтер. Пинпоинтер передает сигнал на смартфон через микрофонный разъем. При приближении пинпоинтера к металлическому предмету картинка на экране смартфона начинает резко меняться. Это и является сигналом обнаружения металлического объекта. Моей первой находкой оказалась обычная алюминиевая пробка. И как видим, пинпоинтер смог быстро обнаружить в песке этот предмет. Второй тест будет поиск скрытой проводки освещения в стене. Как видим, пинпоинтер способен обнаружить электропроводку под штукатуркой, и причем довольно точно. Есть много программ для Android или iPhone, которые позволяют визуализировать такой сигнал. Эта программа называется Audi ZR, а предыдущий пример был Spectroid. А эта программка называется Spectral Pro Analyzer. Все эти программы работают по одному принципу. Они выполняют фурье-преобразование входного сигнала, или FFT – Fast Fourier Transform, если говорить более правильными и физическими терминами. А сейчас я хочу проверить максимальное расстояние обнаружения предметов. Первый предмет – это медная или латунная блесна. Второй предмет – 5 копеек, а также 3 копейки и 1 копейка. И все они являются цветными металлами. А также трехжильный медный кабель, который используется в электропроводке. Тестировать я буду с помощью программы Spectroid. Я буду записывать максимальное расстояние, при котором изменения сигнала уже незаметны на экране смартфона.
И, конечно же, тест на черный и цветной металл. Посмотрим, как работает дискриминация сигнала на этом пинпоинтере. Отличить черный от цветного металла можно по направлению изменения линий на экране смартфона. Черный сигнал отклоняется вверх, а цветной вниз. Ну и теперь самое интересное. Как же устроен этот пинпоинтер? Для этого я специально закрепил крышечку на скотч. Ну и перед разборкой хочу сказать о выявленных недостатках в ходе тестирования. И первый недостаток — это провод, соединяющий пинпоинтер со смартфоном. Также специальные переходники требуются для соединения со смартфоном. И не все современные смартфоны обладают микрофонным разъемом. Второй недостаток в том, что конструкция не является жесткой. Я использовал дешевый китайский фонарик в качестве ручки для пинпоинтера. Это сильно упростило конструкцию, но проявился серьезный недостаток. При долгой работе светодиоды довольно сильно нагреваются, и этот нагрев все-таки влияет на параметры схемы. Поэтому в следующей версии светодиоды придется убрать. Ну что ж, пришло время полностью разобрать это устройство. Корпус — это светодиодный фонарик, который работает от 3 пальчиковых батареек, которые я заменил на один литий-ионный аккумулятор. Видео, как это сделать, есть у меня на канале. И как видим, после сборки фонарик остался полностью рабочим. Схема устройства очень простая. Состоит всего из 6 деталей, не считая катушки. 2 транзистора одинаковых, 2 резистора одинаковых и 2 конденсатора 100 и 10 нанофарад. Все удалось собрать очень компактно на кусочки макетной платы. Схема имеет 4 вывода, 2 на микрофон и 2 на питание, плюс и минус. А вот и вся схема. Схема работает сразу и не требует никакой настройки. Только один нюанс необходимо учитывать – это тип микрофонного разъема вашего смартфона. И напоследок еще один тест, как этот пинпоинтер позволяет находить абсолютно незаметные предметы в грунте. Результат тестирования мне очень понравился, надеюсь, вам также. Учитывая выявленные недостатки, я решил улучшить схему пинпоинтера, а именно отказаться от всех разъемов и сделать передачу сигнала беспроводной с помощью Bluetooth. Но это уже будет другая история. И если вам понравилось данное видео, буду благодарен за поддержку канала лайком, подпиской или комментариями. Всем пока!